детская жестокость поражает даже самое изощренное воображение. Мы расскажем про дичайшие случаи, когда маленькие детишки душили своих родителей, забивали ножами соседей или участвовали в настоящих грабежах с угонами и трупами в лесу. А в конце будет самый лютый случай, когда 13-летние сопляки взялись за заказное убийство, забив жертву игрушечными битами. Жасмин Ричардсон. А начнем с маленькой девчонки, которой только исполнилось 12 лет, когда она решила расправиться со своим младшим братиком. Почему она решила так поступить? Как показало расследование, девочка дружила с Джереми Стейнкеном, которому было уже 23 года. Парень был известен на весь район, ведь убеждал окружающих, что он оборотень, которому несколько веков. Джереми жаждал крови и надоумил свою маленькую последовательницу разобраться с 8-летним братом. Это жестокое убийство сделало Жасмин самой молодой убийцей за всю историю Канады. Но наказание она получила не слишком серьезное. Сначала 4 года в местной психбольнице, а потом еще 6 в тюрьме. Уже в 2016 году юная 22-летняя девушка вышла на свободу, быстренько поменяла документы и начала новую жизнь, будто ничего и не было. Мэри Белл, а эта девушка стала самой молодой убийцей Великобритании. Мэри Белл было 10 лет, когда она уже активно демонстрировала свои садистские наклонности. Девочка проявляла интерес к физическому и сексуальному насилию, экспериментируя с домашними животными. Она не стеснялась устраивать разборки со своими одноклассниками из Делаваль-Роуд, пытаясь невзначай их придушить во время игры. Она постоянно все ломала, бросала, учителя просто ненавидели девочку, не раз обращаясь к детским психологам. Буквально за день до своего дня рождения, когда ей должно было исполниться 11 лет, малышка решила себя порадовать, придушить Мартина Брауна, соседского парня 4 лет. Но никто же не подумал на девочку-маньячку, а она получила еще один шанс на убийство. И ждать Мэри не заставила. Следующим стал 3-летний Брайан Хоу. Девочка сначала душила мальчика, а потом начала ковырять его тело ножницами. Парень просто не мог сопротивляться Мэри, которая была в несколько раз больше него. В итоге девочку схватили и отдали под суд, где она призналась в осознанности своих действий и что ей просто нравилось чувство, которое она испытывала в момент убийства. Просидела Белл 12 лет, а потом вышла на свободу, начав новую жизнь. Девушка сама стала мамой, а потом и бабушкой. Когда журналисты вышли на ее семью, она обратилась в полицию и попала в программу пожизненной анонимности. Ведь хочется жить с комфортом, чтобы не напоминали о глупостях всяких. Крейг Прайс. Крейгу Прайсу недавно исполнилось 13 лет, когда он впервые решился на убийство. Но даже несмотря на столь малые года, он стал одним из самых молодых серийных убийц во всем мире. Первой его жертвой стала Ребекка Спенсер. Девушке посчастливилось жить в паре домов от Крейга. Тот просто ворвался в дом, зная, что жертва одна, и нанес ей более 50 ударов ножом. После чего парень затаился на пару лет, утолив жажду крови. Уже в 15 лет он вновь напал на своих соседей, убив мать с 2 маленькими детьми. Материалы дела гласят, что он делал это под ЛСД, нанося удары такой силы, что несколько ножей просто сломались в телах жертв. В этот раз Крейга арестовали, но он не стал просить прощения, а лишь спокойно рассказал хронологию своих действий, без каких-то эмоций. Убил и убил, подумаешь, с кем не бывает. Из-за возраста Крейга должны были выпустить из тюрьмы в 21 год. Но он сам себе выбил еще 25 лет заключения, напав с ножом на своего сокамерника. Антонио Барбо. Антонио Барбо было всего 14 лет, когда он со своим другом напал на родную бабушку, использовав топор. Женщина скончалась. В свои 78 лет она не готова была оказывать сопротивление 2 подросткам. Барбо и его друг Натан Паппи были признаны судом виновными. Само нападение было ужасным. Ничего не подозревающая старушка пригласила внука и его друга к себе домой, но когда она повернулась спиной, чтобы позвонить маме Антонио, он ударил ее по голове. Внук использовал топор, а потом побежал стошнить в ванную.
Внука приговорили к 36 годам в тюрьме с правом на условно-досрочное освобождение. В суде Антонио рыдал, просил прощения у близких, показывал свое полное раскаяние. Правда, его друг Паппи заявил, что нападение было спланировано заранее именно Антонио, только бабушку хотели выключить и обворовать, а когда увидели кровь, запаниковали и решили замести следы. Размазав кровь по всему дому, они попытались дотащить бабулю в гараж, чтобы загрузить в автомобиль, но сил не хватило. Парни просто сбежали, захватив сумочку с деньгами и несколько украшений. Джошуа Филлипс. Джошуа Эрлу Патрику Филлипсу было всего 14 лет, когда он убил 8-летнюю соседку Мэдди Клифтон. На следствии Филлипс сознался, что он напал на Клифтон, чтобы она перестала ныть после того, как он случайно ударил ее бейсбольным мячом во время игры. Джошуа боялся наказания от своего отца, который запрещал тому играть во дворе дома, а девчонка пришла, пока того не было. Парень испугался, что ее вой и причитания привлекут внимание взрослых. Вдруг кто-то сболтнет его отцу, что он тут играл вопреки его запрету. Джошуа затащил девочку внутрь дома и ударил ее бейсбольной битой по голове еще раз, а потом спрятал тело девчонки под своей кроватью. Парня арестовали, когда его мать обнаружила тело Мэдди. Филлипса судили как взрослого и специально перенесли заседание в другой округ, боясь реакции местных. Народ хотел устроить суд своими руками. Адвокат Филлипса никому не звонил. Свидетель защиты даже отговорил его родителей от дачи показаний. Филлипс также не проронил и слова в суде. Присяжным потребовалось всего 2 часа, чтобы признать Филлипса виновным. Он получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение. Дали бы и смертную казнь, но по законам штата она только для осужденных старше 16 лет. Эдди Дивайн. Эдди Дивайн – подросток из Джексона, который был приговорен к невероятным 90 годам заключения. 17-летний парень был признан виновным сразу по 2 пунктам обвинения – вооруженном угоне автомобиля и похищении людей. Дивайн и его друг Рэми Харвин, которым было всего по 13 лет, вооружившись ледорубом, напали на девушку и угнали ее машину. К счастью, женщине удалось сбежать, когда ребята остановились, чтобы заправить автомобиль. Дивайн был арестован полицией Фловуда. 20 декабря 2014 года он был приговорен к 30 годам за нападение, 30 годам за вооруженный грабеж и к 30 годам за похищение людей. Вполне справедливо. Роксана Сикорск. Роксане Сикорски было всего 15 лет, когда она проснулась посреди ночи и напала на своего брата. Ранее она уже пыталась уйти от своих родителей и избивала других братьев и сестер. За все эти преступления Роксану приговорили к 20 годам тюрьмы. До ее приговора мать Роксаны умоляла суд о помиловании для ее приемной дочери. Лорен Сикорски сказала, что она в отчаянии, и Роксана нуждается в постоянной психологической помощи. Ведь она еще хрупкая девочка, и взрослая тюрьма разрушит ее невинный мир. Роксане было всего 4 года, когда Сикорски усыновили ее и 2 братьев из Польши, потому что они пережили насилие в родной семье. Роксана, конечно, извинилась перед родителями за то, что не была той дочерью, которой они хотели ее видеть, но на приговор это не повлияло. Дилан Шумейкер. Дилану Шумейкеру были предъявлены обвинения в убийстве 2-й степени и нападении 1-й степени в связи со смертью годовалого Остина Смита. Шумейкер, которому было 16 лет, наблюдал за детьми своей подруги. Неизвестно по какой причине, но он психанул и ударил маленького Смита. Следствием установлено, что ребенок скончался от травмы, нанесенной тупым предметом. 16-летний Дилан признался в убийстве в марте 2013 года. Во время судебного разбирательства в суде Шумейкер заплакал и извинился перед матерью жертвы и сказал, что не хотел навредить Остину, но мать мальчика, Эшли Смит, отказалась принять его слова. Он получил 25 лет лишения свободы, а условно-досрочное освобождение запланировано на 2031 год. Курвуазье Симс. Курвуазье Симсу было всего 15 лет, когда он напал и убил 2 других подростков в 2015 году.
Симс был приговорен к тюремному сроку от 70 до 120 лет лишения свободы. Он признал себя виновным в смерти Джеймса Стар и Брэндона Фелпса. Хотя сама ситуация была достаточно странной. Парень пошел купить огнестрельное оружие в декабре 2015 года, а когда вышел из магазина, увидел двух подростков, которые перекрывали ему дорогу. Парень решил, что его хотят ограбить, и, вытащив свою новую игрушку, открыл огонь на поражение. Его адвокат утверждал, что мальчик запаниковал, когда понял, что у одного из парней был пистолет. Симс сказал на суде, что сожалеет обо всем произошедшем, но узнать, чего действительно хотели двое погибших, уже не удастся. Грегори Брукс и Рио Джон Томпсон. Чудовищное преступление совершили Грегори Брукс-младший вместе с Рио Джоном Томпсоном. Тела Руби и Милтон Маклендон были обнаружены в октябре 2009 года примерно в 2 милях от их дома в лесном заповеднике, в котором их и ограбили. Из дома также вынесли все ценное. 19-летний Грегори Брукс-младший был приговорен к 120 годам тюрьмы, а его 18-летний напарник получил всего 17 лет. Отец подсудимого сказал, что он пытался уберечь сына от уличных банд, но, видимо, безуспешно. Прокуратура утверждает, что Брукс и Томпсон напал на Маклендонов и украл $50 наличными, винтовку, украшения и другие предметы, после чего пару заперли в шкафу. Решив, что пожилые свидетели им не нужны, они затолкали их в багажник автомобиля и отвезли в лес, где забили до смерти. По версии следствия, именно Грегори добивал их, поэтому и получил кратно больший срок. Лайонел Александр Тейт – это самый юный подросток, который получил пожизненное, без права на условно-досрочное. Парню только исполнилось 14 лет. В январе 2001 года в округе Броуард, Флорида, Тейт остался наедине с Тиффани, которая была у него в гостях, так как его мать, Кэтлин, присматривала за ней. Дети слишком громко играли и мешали Кэтлин готовить еду. Тогда она отправила их в другую комнату. Спустя примерно 45 минут Тейт подошел к своей матери и сообщил ей, что Тиффани не дышит. Он рассказал, что пока они боролись, он схватил ее за голову, и она ударилась об стол. Но парень явно лукавил. Тейт был осужден за удар такой силы, что печень Тиффани надорвалась. Экспертиза установила, что у нее было столько гематом по всему телу, будто она столкнулась с грузовиком. Шея, руки, стопы, туловище – на девочке не было живого места. Отсюда и такой приговор, несмотря на версию матери и сына про неудачное падение. Бренда Спенсер. 16-летняя девушка Бренда Спенсер, которая жила в доме через дорогу от школы, устроила настоящий расстрел. 29 января 1979 года она убила 2 и ранила еще 9, когда обстреляла начальную школу Гровер Кливленд в Сан-Диего из окна своего дома. Жертвами стали директор школы Бертон Рак и смотритель Майк Сушар. 8 студентов и полицейский оказались ранены. Спенсер признала себя виновной в убийстве 1 степени и нападении с применением огнестрельного оружия. Бренду приговорили к пожизненному заключению. Когда ее спросили, почему она это сделала, она выдала часто цитируемую фразу: «Я просто не люблю понедельники». Джордж Стинни-младший был осужден за убийство 2 молодых девушек. В возрасте 14 лет он напал на Бетти Джун, которой было всего 11 лет, и Эмму Темс, только что отпраздновавшую 7-летие. Джордж был приговорен к смертной казни и казнен на электрическом стуле в июне 1944 года. Он стал самым молодым американцем, приговоренным к смертной казни и казненным в 20 веке. Судебное разбирательство против Джорджа состоялось 24 апреля 1944 года. Он предстал перед присяжными, которым потребовалось всего 10 минут на раздумье, после чего они заявили, что мальчик виновен. Судья приговорил его к смерти от удара током. Семья Стинни пыталась вымолить прощение у губернатора штата, но он лишь направил дело на повторное рассмотрение, которое ни к чему не привело. Николас Круз – подросток, который смог пронести винтовку в Парклендскую школу и расстрелять сразу 17 человек. Его приговорили к пожизненному заключению. Все произошло 14 февраля 2018 года в 14:21 по местному времени. Парень дождался конца учебной смены в старшей школе Марджори Стоунман Дуглас
и врубил пожарную тревогу. Согласно инструкции, все преподаватели и ученики должны были выбежать наружу через запасной выход. Там стоял Круз и расстреливал людей, как будто бы в тире. Он специально захватил с собой дымовые шашки, чтобы запутать пожарную систему и ограничить пути отхода для своих жертв. Около 14:27 Круз выкинул свою винтовку на 3-м этаже школы и сбежал с места преступления, смешавшись с учениками, бежавшими из школы. Правда, уже через час его задержала полиция, пробив стрелка по камерам наблюдения. Кизер Опель. 14-летняя девочка была приговорена к 22 годам тюремного заключения без права на досрочное освобождение. Ее мать, Барбара Опель, жила с 64-летним Джерри Дуэйном Хейманом и его 89-летней матерью, о которой она заботилась. Чтобы украсть $40 000, она заплатила 5 подросткам, включая свою собственную 13-летнюю дочь, за убийство Хеймана. Мужчина умирал в полном недоумении, ведь над ним столпилась толпа детей, которая устроила настоящую засаду в кустах дома. Джереми возвращался домой в Эверетте, штат Вашингтон, вечером 13 апреля 2001 года, когда один из юношей ударил его алюминиевой битой по голове. В этот момент начался какой-то цирк. 2 других подростков начали бить Хеймана игрушечными битами, а маленькие девочки затыкали его ножами до смерти. Затем подростки вымыли пол, погрузили тело в машину и выбросили останки у дороги на окраине Эверетта. Вот такая жуткая история. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!